Как импортировать спрайты в программу для анимации? Просто берешь вот так вот, хоп, все. Ставь лайк, подписывайся. Сейчас я буду объяснять с экспорта из Illustrator и до анимирования в Unity. Для начала нужно разделить персонажа по частям. Там нога, рука, голова, тело и так далее. Теперь нам нужно разделить части тела по монтажным областям. Выбираем инструмент монтажная область, нажимаем на нужную область 2 раза, либо выделяем вручную. И все, так делаем с каждой частью. Для экспорта жмем «Файл», «Экспорт» и «Экспорт для экранов». Выбираем папку, куда это все сохранится. Желательно, чтобы папка была пустой. Ставим все настройки, как у меня, и нажимаем «Экспорт». Через пару секунд открывается папка. Папка 1x. Все спрайты находятся здесь. Теперь запускаем Dragon Bones или другую программу для анимации. Я буду объяснять на примере Dragon Bones. Для удобства советую сначала сохранить проект, чтобы потом впоследствии можно было его редактировать. Потом просто открываем папку со спрайтами и перетаскиваем вот сюда все наши спрайты. Потом зажатой клавишей Shift нажимаем на первую часть и на последнюю часть нашего персонажа. Перетаскиваем все это на сцену и все. Мы импортировали спрайт в программу для анимации. Так, сам процесс анимации занимает много времени, поэтому я думаю, что его можно будет пропустить. Не оправдывайся, ты просто лентяй. Если вы хотите полный гайд, как сделать анимацию в Dragon Bones с нуля, то ставьте лайки, и если под этим видео наберется 10 лайков, то я выпущу это видео очень скоро. И, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что у меня есть цель набрать 500 подписчиков к Новому году. Вот такая неплохая анимашка у нас получилась. Херня полная. Не судите строго, она здесь просто ради примера. Я могу лучше. Ага, конечно. Так, экспорт. Нажимаем вот эту вот кнопочку, нажмем на вкладку изображения, выбираем частоту кадров. Я рекомендую 24. Формат, конечно же, PNG. И выбираем папку, в которой все это будет экспортироваться. Нужно, чтобы она была пустой, это важно. Нажимаем «Сохранить» и готово. Открываем папку, в которую мы ее экспортировали. Вот, собственная анимашка. Эй, подожди. А как же импорт в Unity? Да, точно. Открываем проект в Unity. Создаем новую папку. Нажимаем правую кнопку мыши. Create Folder. Заходим в папку. Теперь жмем правой кнопкой мыши и выбираем Import New Asset. Выделяем все наши спрайты и жмем Import. Чтобы переместить ее на сцену, я обычно нажимаю Ctrl-A и перетаскиваю все на сцену. Сразу же появляется окно, в которое мы пишем название нашей анимации и жмем Enter. Заходим во вкладку Animation. Если ее нет, то вы можете открыть ее вот отсюда, либо сочетанием клавиш Ctrl-6. Нам лишь остается подобрать нужную скорость. Вот здесь вот ее можно регулировать. Думаю, в нашем случае идеально подойдет 24 кадра. И на этом все. Вот такая вот анимашка у нас получилась. И еще раз, бро, подпишись, пожалуйста, на канал, потому что у меня есть цель набрать 500 подписчиков к Новому году. Для тебя это один клик, а для меня это огромная радость и мотивация. Спасибо тебе за просмотр. Удачи. Ага, и тебе.